Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня речь пойдет вот о таком очень интересном продукте. И мы с вами очередной раз сегодня заварим напиток. Это сертификат к этому продукту. Так, держу вниз головой. Вот такое. Сертификат соответствия. Продукт этот, наверное, все-таки, ну не наверное, все-таки, а судя по этикетке китайского производства, хотя в Китае я его ни разу не видела. Вот он, штрих-код 69. Покупали мы это дело в Таиланде. Если бы я знала, какой он замечательный, хотя я и так знала, что он замечательный, но я бы купила еще больше, я хочу сказать. Но, к сожалению, в аптеке было всего две упаковки вот такого чудодейственного средства, очень приятного, очень вкусного. И, к большому сожалению, один был по заказу куплен. Потом, сколько мы не ходили, не смотрели, не искали, к сожалению, не нашли. Но думаю, что когда-то в очередной раз с удовольствием не просто приобрету, а буду искать. На самом деле буду искать вот этот продукт, либо попытаюсь где-то заказать через какой-то интернет-магазин. В этом пакетике, в этой коробке находилось 12 штук вот таких кубиков. У меня, к сожалению, осталось вот буквально считанные единицы. И еще раз повторяю, знать бы, и искал бы, и искал еще. И в ту пору, когда это будет дело растворяться в воде, и я сумею продемонстрировать, что из этого получается, я буду рассказывать. Значит, здесь эта упаковочка открывается. По внешнему виду продукт напоминает наш сахар-рафинад. Вот в такой завальцованной, она не зафольдированная, а в пластиковой упаковке, но не целлофановой, вот находится два кусочка этого продукта. Сейчас мы его откроем. Это чай Лоа Хэнгуа. Вот такие два сахарочка предстанут вашему вниманию. Один и второй. Так, вот они. И сейчас один из этих сахарочков я вот брошу сюда в стакан. Лучше это практически кипятком заливать. Кто-то на сайте жаловался, что это очень долго растворяется. На самом деле нет. Ну, конечно, не как сахар-рафинад. Но вот постепенно он будет выпускать пузыречки. Видно вам, наверное, как пузыречки идут. Как напиток будет приобретать все более и более темный цвет. По внешнему виду это будет очень похоже на коричневый сахар из тростника. Но вот он потихонечку растворяется. Сейчас, когда полностью будет растворен, я покажу, я время от времени буду помешивать. Ну, это буду держать в руках пониже на уровне удобном для меня, для того, чтобы помешивать, для того, чтобы рассказывать. Еще раз покажу вот эту вот коробочку с 12, то есть 24 вот таких кусочка сахара. Ну, сахар это очень и очень условно. Вы наверняка все слышали и неоднократно о том растении, которое называется, вот боюсь ошибиться, кто ее называет мамордика, кто мамордика, понятия не имею, как это правильно, необходимо заглянуть для этого, наверное, в словарь. Значит, это плоды тропической лианы, которая растет на юге Китая и на севере Таиланда. Эти плоды активно применяются в китайской медицине. По сладости они превосходят сахар во много раз. Считается, что в 300 раз они слаще сахара. Кто-то говорит, что это нулевая калорийность этого сахара, но так на самом деле быть не может. И в 100 граммах сахара находится 230 калорий, что на самом деле многократно меньше, чем ну, естественный наш или привычный для нас сахар из свеклы, из сахарной свеклы.
Хорошо использовать этот продукт для тех, кто следит за своим весом. Ценность этого фрукта прежде всего состоит в том, что очень низкая калорийность у него и очень низкий гликемический уровень. Чай, вот это еще и называют архат, можно пить диабетикам, можно использовать его для подслащения пищи, можно использовать для приготовления кондитерских изделий. Только, конечно, нужно его достаточно большое количество. Ну, вот вы видите, постепенно это дело тает. Напиток приобретает все более насыщенный цвет, почти темный. Китайские аптекари используют его как отхаркивающее средство. На самом деле очень хорошо помогает справиться с болью в горле, с кашлем при таком затяжном кашле в качестве отхаркивающего средства. Просто как противокашлевое средство при респираторных заболеваниях, при болях в горле, при сиплом голосе. Очень хорошо подойдет как легкое слабительное при запорах, также при хроническом энтерите и повышает иммунитет. Это уникальное растение и уникальный продукт. Кроме того, что вкусный, он еще и очень-очень полезный. На юге Китая этот плод считают символом долголетия. Ученые заинтересовались им только в конце 20 века, и по исследованиям на сегодняшний день выявлено его положительное действие прежде всего при диабете. Чай из этого растения понижает уровень сахара в крови и не вызывает резких колебаний вот этой составляющей, а также защищает почки от разрушения. Вот уже какой кусочек остался. Еще исследования производились в области противоопухолевого действия этого продукта и как антигистаминное средство, как влияет на расположенность к аллергическим реакциям и к успокоительному такому средству. Ученые только начали его изучать, как стали удивляться его полезным свойствам. На данный момент не выявлено никаких противопоказаний в использовании этого продукта, а также целый ряд американских компаний претендовали на для того, чтобы использовать этот продукт в качестве подсластителя. И одной из компаний это удалось. Она запатентовала его. Кубики чая, ну, я считаю, что хорошо растворяются в воде. Все, нет его. Не оставляют никаких остатков, то есть абсолютно полностью. Достаточно 1 кубик растворить в стакане горячей воды, пить по 2-3 раза в день при простудах, кашле или боли в горле. Но, кроме того, при желудочно-кишечных проблемах, я уже говорила, что вполне можно использовать этот продукт. Что еще можно сказать о нем? Ну, наверное, то, что помимо аминокислот он еще и содержит большое количество фруктозы, ну, что вполне естественно, витаминов и минералов. Ну, уже тоже сказала, что в кулинарных делах он используется очень часто, подходит для использования и взрослых, и детей. Может использоваться в напитках, в десертах, в прочих сладких блюдах. Тоже в самом начале говорила, что он в 300 раз слаще сахарного тростника, но при этом содержит значительно меньше, ну и вообще не только значительно меньше, а вообще очень низкое содержание калорий. Раньше китайцы вымачивали плоды этого растения в воде и пили этот настой. В традиционной китайской медицине он тоже используется как лечебное средство, помогает понизить кровяное давление, используется для лечения туберкулеза легких, астмы, гастрита, коклюша, острого и хронического трахеита и танзелита. Ну и в общем-то, наверное, это и все. Осталось только очередной раз выпить этот напиток, порадоваться, что пока еще он у меня есть, помечтать о том, что он еще будет куплен непосредственно нами, либо найден в интернет-магазинах. Ну, я знаю, в каких интернет-магазинах это можно купить. Очень приятный напиток. Вот одного этого кубика достаточно для того, чтобы ощущать
сладкий вкус, но как будто я ложки 2-2,5 чайных полных положила вот сюда. А вы видели, какой незначительный был кусочек. По вкусу несколько напоминает чай, но при этом с фруктовым таким вкусом. Я не могу, я не знаю, с чем из наших растений это сравнить, но вкус очень-очень-очень приятный. Как будто ты пьешь компот. И вот если его пить мелкими глоточками, согревать горло в период простудных заболеваний, но особенно вот когда повышенная температура, когда знобит, когда корежит тебя всего, ломает, когда в горле совсем плохо. Вот достаточно 2-3 раза попить этот чай, и облегчение наступает очень-очень быстро. Если вы хотите более такого интенсивного, активного воздействия, то можно растворить оба кусочка, вот полностью эту коробочку. Эффект будет проявляться значительно быстрее. Ну, век живи, век учись, век узнавай новое и радуйся своим открытиям. И я, прямо сказать, несказанно довольна, что и в моей жизни случилось вот это открытие такого удивительного продукта, такого ценного растения. И хотя я знаю, что тайские таблетки, не таблетки, а шарики, дрожжи от кашля очень-очень хорошо помогают, но вот этот продукт также является весьма и весьма действенным. Поэтому для тех, кто бывает в Таиланде, для тех, кто бывает в Китае, обратите внимание вот на эти коробочки. Знайте, что они, кроме того, что очень полезны, они еще и вкусны, продукт, содержащийся в них. И не обойдите их вниманием, потому что это только польза для вашего хорошего самочувствия, для состояния вашего здоровья. Это, в общем-то, я считаю, что это буквально скорая помощь для облегчения состояния в период каких-то простудных, респираторных, гриппозных состояний. Ну и просто для того, чтобы получить удовольствие или лишний раз не использовать большое количество сахара. Так что будьте здоровы, живите долго и счастливо, а я прощаюсь с вами. До свидания.